Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой кулинарный канал. Сегодня мы с вами готовим заправку для борща на зиму. Я уже приготовила борщ из этой заправки, мы с Алексеем его продегустировали. Ссылочку на наш мукбанг канал, на котором мы дегустируем блюда, оставляем вам внизу в описании под этим видео. Переходите, дегустируйте вместе с нами и готовьте тоже вместе с нами. Также, кто еще не знаком с нашим семейным каналом, ссылочку оставляем внизу в описании. Переходите, знакомьтесь. Совсем недавно мы переехали в Турцию. Все эти замечательные рецепты теперь снимаем из нашей турецкой квартиры. Переходите, добро пожаловать, будем рады видеть каждого из вас. Ну а сейчас оставайтесь со мной, я вам подробно расскажу, как приготовить заправку для борща на зиму. Мы начинаем. Чтобы приготовить вкуснейшую заправку для борща, нам потребуется 1,5 килограмма уже очищенной свеклы, полкилограмма моркови, 1 килограмм помидоров, полкилограмма болгарского перца и полкилограмма лука. Также нам потребуется 100 мл растительного масла, 75 мл 9% уксуса, 100 грамм сахара и 1,5 столовые ложки соли. Для начала нам необходимо нарезать овощи. Лук мы будем нарезать полукольцами, я буду нарезать на своем любимом станке. Если нет станка, разрезаем луковицу пополам, разворачиваем и поперек нарезаем, соответственно, полукольцами. Я одеваю луковицу на плододержатель. Поперек стрелочек разрезаю луковицу пополам и натираю на терке. Вот такой толщины полукольца у нас с вами получаются. Таким образом нарезаю полностью лук. Чуть позже покажу, что делать дальше. Лук я нарезала, убираю в чашку пока временно, пока в сторону. Далее меняю терку на терку для нарезания корейской моркови. И морковку будем натирать на этой терке. Вот такая стружка у нас с вами получается. Точно так же будем натирать на этой же самой терке свеклу. И, соответственно, такая же соломка из свеклы у нас получается. Я пока буду развлекаться со свеклой и морковкой. Чуть позже вернусь к вам и покажу, что делать дальше. Итак, друзья, морковку и свеклу я всю натерла. Вот такое количество у меня получилось. Посмотрите, какая красивая свекла. Пока убираем в сторону, чуть позже к ним вернемся. Далее у нас на очереди помидоры. Помидоры разрезаю пополам, удаляю плодоножку. Вот таким образом разрезаю, чтобы плодоножка оставалась на одной стороне. Вот таким треугольничком удаляю плодоножку. Смотрите, если крупный помидор, то разрежу еще раз пополам. И вот на такие четверть кольца получается, да? Толщиной примерно 5 мм. Если помидоринка небольшая, вот такая худощавая, соответственно, я ее разрезаю пополам и режу полукольцами. Вот таким образом. Таким образом сейчас полностью нарежу помидоры, затем расскажу, что делать дальше. Помидоры у меня тоже все нарезаны, и на очереди у нас остался только болгарский перец. Болгарский перец разрезаю пополам, удаляю семена, плодоножку и перегородки. Еще раз разрезаю пополам и тонкими полосочками толщиной примерно 3 мм. Таким образом нарезаем болгарский перец. Вот такие кусочки болгарского перца у нас с вами получаются. Ну что, друзья, все овощи я нарезала. Теперь прям в чашке вот так хорошенько перемешаю их между собой. Здесь же прям в чашке добавляем все необходимые ингредиенты. Это сахар, соль, 100 мл растительного масла и 75 мл 9% уксуса. Все хорошенько продолжаем перемешивать. Нам необходимо, чтобы овощи пустили сок. Ох, какая красота уже. Представьте, какое будет удовольствие зимой открыть баночку и сварить борщ с помидорчиками, со свеклой, с болгарским перчиком. Все хорошо продолжаем перемешивать. Все, друзья, заправку я хорошо перемешала. Смотрите, выделилось достаточное количество сока. И теперь нам заправку необходимо отправить в кастрюлю, либо в казан, в который будем варить заправку для борща. Прямо вместе с соком заправку отправляю в кастрюлю. Вот так у меня получилась полная кастрюля. Весь сок, который выделился, конечно же, тоже отправляем в кастрюлю. Все, друзья, все это дело отправляем на газ, на средний огонь. Как только выделится еще больше сока и начнет закипать наша заправка, мы огонь уменьшим до среднего и варить с момента закипания будем в течение 25 минут. Итак, друзья, начинает закипать наша заправочка. Мы ее перемешиваем аккуратно. Дожидаемся, когда заправка начнет активно кипеть, и с этого момента будем засекать время. Итак, друзья, я слышу, как у меня уже прям активно кипит заправочка наша. Еще раз хорошенько перемешаю ее.
С этого момента засекаю 25 минут, закрываю крышкой и делаю средний огонь. Все, через 25 минут можно будет помещать нашу заправку в стерилизованные банки. Для этого я стерилизую банки в духовке. Чистые банки помещаю в холодную духовку, разогреваю ее до 160 градусов. Как только духовка разогреется, с этого момента засекаю 15 минут и в течение 15 минут стерилизую банки. Итак, у нас прошло 23 минуты, осталось буквально пару минут. Периодически, конечно же, не забываем открывать нашу заправку и перемешивать. Все, буквально еще 2 минуты и будем отключать газ. Итак, прошло ровно 25 минут, отключаем газ. И теперь нашу зажарку необходимо отправить в стерилизованные банки. Банки я уже рассказала, как стерилизовала. Что касается крышек, то я их кипячу в сотейнике с момента закипания в течение 10 минут. Далее воспользуемся вот такой воронкой с широким горлом. Специально для закруток я ее покупала. И отправляем нашу зажарку в банки. Смотрите, достаточное количество сока выделилось, да? После того, как мы полностью зажарку распределим по банкам, этот сок мы тоже зальем в каждую банку. Вот так до полного, слегка утрамбовывая, наполняем банки. Затем перекладываем на другую банку. Пока не закрываем крышкой, потому что, как я уже сказала, чуть позже мы еще дольем сока. Я пока буду продолжать размещать нашу заправку по банкам. Чуть позже вернусь к вам и расскажу, что делать дальше. Итак, друзья, у меня получилось ровно 6 600-граммовых баночек. И вот этот сок теперь в каждую баночку тоже вот так заливаем. Все, друзья, вот такая вот красота у нас с вами получилась. Дальше все просто. Мы берем крышки стерилизованные и закручиваем наши банки. Берем кухонное полотенце, одной рукой держим банку, другой рукой тщательно закручиваем в крышку. После того, как закатали крышкой, переворачиваем вверх дном. Таким способом полностью закручиваем все банки. Все, друзья, посмотрите, вот такая красота у нас с вами получилась. Дальше баночки сейчас горячие, нам необходимо закрыть их одеялом и оставляем до полного остывания на кухонном столе. Чуть позже мы с вами откроем одну баночку. Еще раз покажу, как это аппетитно выглядит. Приготовлю борщ, и мы его продегустируем вместе с вами на нашем мукбанг канале. Друзья, вы только посмотрите, какая аппетитная у нас с вами заправка для борща получилась. Мне уже не терпится приготовить из этой заправки борщ. Сейчас я это сделаю. Чуть позже покажу, какой у меня из этой заправки получится борщ. И мы его обязательно вместе с вами продегустируем на нашем мукбанг канале. Ну что, друзья, как и обещала, показываю. Посмотрите, какой замечательный, аппетитный, насыщенный, наваристый борщ у меня получился. Стоило лишь только сделать луковую зажарку, отварить мясо, положить картошку, морковку, вот эту нашу замечательную заправку, и вуаля! Обязательно воспользуйтесь рецептом, зимой мне будете очень благодарны. Ну а это видео я буду уже заканчивать. Если видео понравилось, ставьте обязательно пальчики вверх, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Нам очень приятно с вами общаться. Это мотивирует снимать для вас еще больше вкусных и интересных рецептов. Огромное всем спасибо за лайки, за комментарии, за пожелания, а также всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока, приходите еще, увидимся снова.